Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я расскажу, как сделать на даче высокоскоростной интернет. Итак, для этого нам потребуется 4G LTE антенна. Далее нам потребуется кабельная сборка, монтажная коробка, роутер, 4G LTE модем и также переходники с кабельной сборки на 4G LTE модем. Об этом подробнее, друзья. Итак, вперед! Итак, друзья, вот он финиш. Что касаемо работ на улице, то есть антенну я направил на базовую станцию 4G LTE, которую мне указал оператор связи. Он указал это, дал координаты, где находится эта базовая станция, и согласно по компасу я направил ее туда. Соответственно, когда я подключу все внутри, можно будет откорректировать уже до мелочей и словить максимальную скорость. Итак, друзья, внутрь котельной с улицы от антенны у меня протянуто два кабеля. Кабель называется 8DFB. Имеет он на концах, что со стороны антенны, что здесь, разъемы, вот они, N-типа. Соответственно, дальше от вот этого разъема N-типа идет переходник с N-типа на CRC9. CRC9 скоммутирован с модемом Huawei 3372H. Сам модем через USB переходник скоммутирован в роутер. Роутер у меня TP-Link AC1200. Это роутер, который позволяет работать в двух диапазонах. И на 5 ГГц и на 2,4 ГГц. То есть можно поднять две сети. Дальше, соответственно, но это не обязательно, у меня идет кабель RJ45. Он в коммутационный щит. Там у меня уже стоит коммутатор. Ну и сделана внутренняя сеть по всему дому. Соответственно, вам, если вы хотите сделать интернет, необходимо только вот это все. То есть, опять же повторим, антенна, которая называется фирмы Antex Vika 24, у меня параболическая бокс-комплектация, соответственно, от нее кабельная сборка с двух сторон N-тип разъем, два переходника и 4G LTE модем 3372H и также роутер. Роутер не обязательно TP-Link, он может быть любой. Итак, друзья, теперь нам необходим компьютер для того, чтобы зайти непосредственно на прошивку модема и посмотреть, работает ли интернет. Значит, подключаемся к сети Wi-Fi, открываем браузер. Набираем, значит, 192.168.8.1.
Инструкцию, как настраивать роутер, показывать не буду, видео найдете. И вот входим в прошивку модема. Вот, соответственно, он у нас сразу, видите, показывает 3 палочки. Но главные параметры показываются вот здесь. Здесь что у нас такое? RSSI это уровень сигнала, вот как раз вот этим простым языком 3 палочки. Ну вот, минус 75 хороший прием. Соответственно, RSRP это тоже важный момент, он должен быть. Чем он меньше, тем он, конечно, лучше. То есть у меня вот он скачет минус 98, минус 100. А идеальный параметр, конечно, минус там 75. Это было бы замечательно. Тогда бы было 5 палочек. Ну вот, RSRQ это параметр, который должен быть от минус 2 до минус 6. И самое главное SINR. То есть SINR, он должен быть больше 15 dB. То есть он скачет тоже 20-22. Вот. В настройках, значит, в настройках модема у меня стоит B7. Что такое B7? То есть это у нас базовые станции, они работают в двух диапазонах: 2600 либо 1800 МГц. То есть, соответственно, в расчете на это, то есть провайдер вам скажет, на какой вышке какой параметр должен быть. То есть, либо вы можете поставить все поддерживаемые, тогда он автоматически выберет, но минус в том, что если у вас, допустим, на 2600 МГц берет лучше, чем на 1800, а вышка поддерживает и то, то есть он будет постоянно в зависимости от погодных условий перескакивать, что не есть хорошо. Поэтому я поставил, вот у меня 2600, стабильно работает, я поставил его. Далее, ну что я могу сказать, когда мы все настроили, мы можем зайти померить скорость на портале speedtest.net. То есть очень удобный сайт. Ну, кто на чем? Можно померить там Яндекс скорость, можно другие какие-то. Ну, вот я знаю Speedtest, соответственно, вот я беру, меряю, и вот он показывает. То есть скорость может изменяться, плавать и так далее. Ну, как я считаю, что 26 мегабит, ну, 25,9, да, на прием это очень хорошая скорость, учитывая, что я нахожусь в лесу. И здесь вообще 4G LTE нигде не ловит. То есть только 3G. Вот, соответственно, после замеров все работает. Пинг 53 миллисекунды. Ну, то есть он может также скакать от 30 до 60, то есть это вполне нормально, учитывая мое местоположение. Ну и все, в принципе, для проверки можно зайти на ютубчик, вот на канал Теплый дом, посмотреть, как он будет прогружаться. Ну, он сразу запускается все, то есть все без проблем. То есть можно, к примеру, взять последний ролик, открыть, вот. Сразу реклама включается, естественно. Ну, это не страшно, мы сейчас ее пропустим. Ну и вот, как вы видите, ролик запустился в Full HD, ну, тормозов никаких нету. То есть, как я обещал, высокоскоростной интернет вполне работает. Итак, друзья, надеюсь, мой ролик был для вас полезным, вы узнали что-то новое для себя. Подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте лайки. И если появляются какие-либо вопросы, обязательно не стесняйтесь, задавайте, пишите в комментариях. Я с радостью вам отвечу без проблем. Так что все, до новых встреч, друзья.